Я межгалактическая монашка, спустившаяся сегодня с небес со снегом, хотела бы задать тебе, Павел, вопрос. Возможно ли, что снег в будущем станет другого цвета? Ну вот, конечно, таким людям, как мы, наверное, лучше не верить в эту гипотезу, потому что мы явно фанатики белого цвета с вами. И наоборот, выразим надежду, что в будущем белый цвет станет еще белее. Еще белее. Еще белее, да. А будет ли он отзеркаливать другие цвета в мир? Ну, периодически да, периодически будет. Но в целом, как бы модель Вселенной я бы хотел вот объяснить на примере вот этого рулона туалетной бумаги. Это фигура, которая известна как Тор или, условно говоря, бублик. То есть здесь вот как бы имеется отверстие. А потом Вот. спиралеобразная жизнь, да? Да, а потом спиралеобразная жизнь, она по сути своей белая, вот, но изначально вот эта спиралеобразная жизнь, она наматывается. Здесь мы еще видим нанесенные на поверхность узоры. Я не знаю, наверное, нашим телезрителям не видно, они в основном носят спиральную такую структуру. То есть это как бы цветы, но одновременно они же и ракушки такие, аммониты. Вот. И вот как бы взаимодействие с то, что называется горизонт событий, да, как бы вот то, что происходит на горизонте событий, оно примерно выглядит вот так. А вот Хотите когда... посмотреть на телезрителей? Конечно. Может быть, там удастся рассмотреть кого-то, кто смотрит этот фильм. Ну, мне пока не очень хорошо видно. Можно Я все-таки не попробовать? привыкла пользоваться такой штукой. Вообще это неплохая оптика, кстати. Я вот различаю каких-то людей. В общем, какие-то мальчики, девочки сидят. Вот я вижу желтый рюкзачок у одной девушки. Вот это, извините, одни инопланетяне пришли. Вы сказали, что модель жизни, в общем-то, вся явлена в рулоне туалетной бумаги. Да, Но рулон рано или поздно заканчивается, да. как и жизнь, да? И как вы объясните конец жизни? Он потом, точнее, жизнь, она потом переселится опять в кого-то или нет? Но она Или возобновляет. материализуется в новый рулон? Она материализуется, да, в новый рулон. Но в промежутке, когда заканчивается рулон, остается, собственно, сам вот этот вот туннель, как бы. Как вы думаете, природа, в свою очередь, покажет какие-нибудь фокусы людям? Ой, она очень много вообще покажет разных фокусов. Может быть, природа что-нибудь создаст удивительное? Или появится еще какой-нибудь вид осадков? Безусловно, появится. Да, это вот возникнет еще такое явление, как антиснег. Антиснег? Да. Это когда, я не понимаю, антиснег. Я почему-то представила, что это снег, который будет идти от земли к небу. Да, так и есть. Да? Да. Вот, дорогие телезрители, я вам хочу особенно подчеркнуть актуальность этой темы, потому что вот за этой занавеской находится окно, а за окном находится снегопад. А бывает ли зима, которая выражается не стихийными изменениями, а какими-нибудь магическими, мистическими? Ну, в общем-то, каждая зима выражается. Но все-таки люди привыкли отличать зиму именно по погоде. Да, но тем не менее у каждого человека возникает некое мистическое чувство, которое ему говорит: вот пришла зима. А вы как поживаете? Я неплохо. Я здесь буквально еще на пару часов ради встречи с вами, а потом мне придется лететь обратно в космос. А можно с вами? Ну, для начала мне нужно будет это обсудить в нашем космическом совете. А вы могли бы так вот закинуть удочку об этом? Ну да, возможно, если вы выскажете еще какие-нибудь мистические предположения. Я сейчас только за сигареткой схожу, тогда я разволновался. Хорошо. Хорошо. Знаете, я пока ходил за сигаретой, у меня родилось к вам предложение. А вы не хотели бы эмигрировать к нам? К вам? Да, в Россию.
У нас вообще очень много снега, и вообще можно считать, что мы по части снега, выпадающего на различные территории земного шара, безусловно, наиболее передовая держава. Это, конечно, интересное предложение. Я даже просила у своего совета, чтобы меня отправили на подольше в Россию. Но, как бы, многое будет зависеть от нашего с вами разговора. Скажите, вот Новый год — это очень мистический праздник. Очень, да, очень. И как он влияет на людей? Но он очень сильно... Меняется ли что-то в их сознании? Да, он очень сильно людям Как люди на выносит Земле крышу. проводят каникулы? Ну, вот многие, например, практикуют катание на санках, на лыжах. Это древняя мистическая практика скольжения. Да, я изучала. Скольжение без обмана называется. Вот. Дело в том, что вот когда человек скользит, он не может в этот момент создавать какие-то лживые версии реальности. Он, в общем-то, как бы всегда находится в состоянии истины. А почему дети в вашей стране любят лизать сосульки? Ну, вы знаете, у нас вообще очень порнографическая страна. Я вспомнила. Именно те формы эроса, которые связаны с холодом. Я они у нас вспомнила очень развиты. интересные фотографии Владика Монро, Мне тоже которые нам вспомнилось, да. проецировали на небо. «Осторожно, сосули», вы имеете Да. в виду, да, прекраснейший проект, который как раз Владик, он тоже занимался космическими исследованиями очень плотно. Вот, и его проект «Осторожно, сосули» навеян, конечно, его работой в обсерватории. В вашей стране, конечно, любят снег, да? Очень, Я видела зимой даже люди едят мороженое на улице, да, да, что да, имитирует в каком-то смысле тоже снег. конечно. Да, наше тайное название нашей страны, не совсем тайное, звучит как СНГ, что представляет собой слово «снег», написанное по древнееврейским орфографическим правилам, то есть с выпущенной гласной. Безгласно. Да. Как вы считаете, традиция дарить подарки, опять же, на Новый год и на другие мистические праздники и дни, что она обозначает? Ну, и она, конечно, обозначает посылаемую в космос информацию, потому что для каждого человека любой другой человек является метафорой космоса. Поэтому дарение какого-либо предмета или суммы предметов, оно всегда обозначает засылку в космос каких-то ценных информативных единиц, которые должны быть подвергнуты детальному анализу. Ну, вообще вы, конечно, настолько интуитивно подготовились ко встрече со мной. Спасибо, я очень И, старался. надев эти очки, вы защитили свои глаза от мощного излучения. Да, я это чувствую. По идее, вы не должны были меня видеть. Да, но я вас вижу только благодаря этим очкам. Я хотела прийти к вам во сне, Так и есть. но я смотрю, что вышло совсем иначе. Да, нет, ну в каком-то смысле мы сейчас с вами находимся в пространстве сновидения, но научно-технический прогресс, он все-таки какими-то фрагментами присутствует, хотя, конечно, сам этот прогресс тоже является предметом сновидения, но тем не менее мы уже наблюдаем, что наше с вами сновидение может стать также сновидением еще нескольких человек. Вы знаете, Павел, мне было очень приятно с вами Ой, пообщаться, мне как приятно. но Небесная комиссия, она уже связывается со мной и говорит, чтобы я срочно возвращалась обратно, что все вопросы они записали, ответы тоже. И сейчас я вам предлагаю со мной попрощаться. До новых встреч. До новых встреч. Я очень жду вашего возвращения.